Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Сегодня приглашаю вас связать вместе со мной вот такие туфли, мокасины. Модель не моя, но она мне очень понравилась, я ее видела уже много раз на разных сайтах. Хочу с вами сегодня попробовать сделать ее вместе. Этот мастер-класс я записала для вас, и все материалы на моем канале для вас абсолютно бесплатны, поэтому в качестве благодарности от вас лайк, подписка на канал и пару слов в комментариях. Ну а мы с вами давайте приступим. Я думаю, что эта модель очень симпатичная, и вам она точно понравится, и она будет очень удобная. Что нам нужно для того, чтобы связать? Ну, подошва. Я взяла вот такую подошву, вяжу я на 37 размер. Подошва такая достаточно удобная, она жесткая в меру. И пряжа двух цветов. Одна голубая 50 на 50 катон с акрилом, бежевая 100% катон. Это Катя Минфиз, длина на 100 грамм 240 метров. Голубая для отделки, основная беж. Крючок 2,5. Начинаю с обвязки подошвы. Вот я ее подготовила на расстоянии полсантиметра, пробила отверстие по всей окружности, и теперь обвязываю ее в каждое это отверстие, вяжу 2 столбика без накида в каждое отверстие. Нить для обвязки берем плотную, можно взять синтетическую, какую-то капроновую нить, а можно хлопчатобумажную. По всей окружности по 2 столбика без накида, а вот так как у нас 37 размер, берем на пяточки по 3 столбика без накида, вот где она закругляется. И то же самое на носочной части, тоже где закругление, вот здесь тоже по 3 столбика без накида в каждое отверстие. Подошву обвязали, нить обрезали, и теперь начинаем вязать пяточку. Вот здесь намечаем, где центральная петля, от нее вот сюда в сторону примерно 1/3 часть каблучка начинаем вязать столбиками без накида. Первый ряд, и вяжем до следующей стороны точно так же симметрично. С той стороны наметим маркером, чтобы нам не скосить потом вязание, точку параллельную вот этой начала ряда, и до нее будем вязать. Доходим до маркера, провязываем вот эту последнюю петлю, которая у нас был маркер, и затем переносим эту петлю на маркер, а нить протягиваем в начало ряда. Когда прокладываем эту нить, смотрим, чтобы она была не слишком жестко натянута, и чтобы она была не провисала у нас. И потом мы ее будем придерживать и ввязывать в вязание. Вот прокладываем сюда в начало ряда, затем отсчитываем вперед 2 петли, и в третью начинаем вязать следующий ряд столбиками без накида 3 первых петли. А дальше вяжем с короткими и длинными столбиками, чередуя их друг с другом. То есть первый столбик без накида вяжем из петли предыдущего ряда, следующий столбик без накида вяжем из петли, опускаясь на ряд ниже. Потом снова из петли предыдущего ряда, снова из петли на ряд ниже.
Вот покажу поближе, опускаюсь на ряд ниже, вяжу столбик без накида, затем в предыдущий ряд столбик без накида. Снова опускаюсь на ряд ниже, столбик без накида. Теперь из петли предыдущего ряда столбик без накида. Провязываю 2 последние петли, тут длинный столбик, затем короткий столбик. А теперь забираю петлю с маркера на крючок и провязываю вот эти 2 петли на крючке с еще с одной петлей, которая у нас будет уже дополнительная. И еще 2 дополнительных петли берем, провязываем 2 столбика без накида. То есть у нас получилось 3 дополнительных столбика без накида с этой стороны и 3 дополнительных столбика без накида в начале ряда. Вот такой узор у нас чередуются длинные и короткие столбики. Последнюю петлю переносим на маркер. Теперь нить протягиваем в начало ряда, придерживаем ее, будем ввязывать в следующий ряд. Здесь в начале ряда мы снова отступаем 2 петли и в третью начинаем следующий ряд. Первые 3 петли вяжем столбиками без накида, а дальше уже по узору в шахматном порядке длинные и короткие столбики чередуем. Смотрим, где у нас был длинный столбик, над ним вяжем короткий. Там, где был короткий, над ним вяжем длинный. Чередуем длинные и короткие столбики в шахматном порядке. Вот так продолжаем до конца ряда. В конце ряда 3 дополнительных, 1 петля с маркера и 2 дополнительных. Затем возвращаемся снова в начало ряда и отступаем опять 2 петли, в третью начинаем вязать ряд. И так вяжем 10 рядов наверх, приближаясь вот сюда к передней части нашего ботиночка, туфелька. Вот провязали мы пяточку. Здесь у нас получилось 10 рядов. И теперь мы должны вот этот ряд закончить. Мы снимем сейчас
петлю с маркера. Затем провяжем 2 соединительных столбика. И уже после этого обрежем нить. Сейчас нам нужно будет ввести голубую нить сюда в вязание. Начинаем вот с этой стороны голубую нить, отступаем 2 петли вперед и в третью начинаем ряд. Вяжем опять же по рисунку столбиками длинные, короткие в шахматном порядке, но только голубой нитью. Все то же самое, только голубой нитью. Вот так продолжаем вязать до конца ряда. Доходим до конца ряда с той стороны. Затем опять провязываем 3 дополнительных петли, то есть 3 столбика без накида. Теперь последнюю петлю переставляем на маркер, а нить возвращаем в начало ряда. И провязываем так 4 ряда подряд уже голубой нитью.
Вот провязали мы 4 ряда. Теперь заканчиваем ряд, снимаем петлю вот эту последнюю с маркера, провязываем ее, еще провязываем одну петлю и затем уже вводим бежевую нить. Дальше будем вязать бежевой нитью. Нить просто присоединяем сюда, обрезаем концы нитей и продолжаем вязать уже бежевой нитью. А вот эти кончики, которые у нас остались, мы их вяжем сюда в вязание, чтобы их было не видно. Теперь дальше будем вязать уже по кругу, круговыми рядами. Вяжем еще 4 ряда вот такой бежевой нитью. Тоже по рисунку. Все вяжем по рисунку, чередуя длинные и короткие петли. Вот доходим до конца ряда. Здесь конец ряда легко определить. У нас есть 4 вот ряда и есть 3 ряда. Их видно. Вот там, где у нас 3 ряда заканчиваются, там у нас будет последняя петля. Вот здесь провязываем последний столбик, затем провяжем еще 2 соединительных столбика и затем нить обрежем. Конец нити спрячем в вязание. Теперь переходим к переду. Находим центральную петлю, от нее отсчитываем 4 петли вправо и с 5 начинаем вязать. Привязываемся. Делаем накид, пропускаем одну петлю и вяжем столбик с одним накидом. Затем еще 4 столбика с одним накидом в каждую следующую петлю.
Теперь пропускаем петлю и столбик без накида. У нас получилось по бокам 2 столбика без накида, по пропущенной петле и посередине 5 столбиков с одним накидом. Петлю переставляем на маркер, а нить возвращаем в начало ряда. Здесь одну петлю пропускаем, во вторую привязываемся столбиком без накида, накид, и в первую вот сюда над первым столбиком делаем столбик с одним накидом. Накид, дальше рельефный столбик, подхватываем столбик снизу и провязываем столбик с одним накидом. Затем обычный столбик с одним накидом над следующим. Снова рельефный столбик с одним накидом, подхватываем снизу, обхватываем столбик, провязываем. Обычный столбик с одним накидом. Рельефный столбик с одним накидом. И последний столбик вот сюда заводим крючок, затем протягиваем нить, переставляем с крючка петлю с маркера на крючок и провязываем их вместе. Пропускаем одну петлю и столбик без накида в конце ряда. Петлю снова переносим на маркер, а нить протягиваем в начало ряда. Вот эта петля у нас будет центральная. И надо бы ее тоже наметить, чтобы мы знали, где у нас центр. Следующий ряд пропускаем петлю во вторую, начинаем ряд столбик без накида. Затем накид, и вот сюда прямо за первый столбик сразу же столбик с одним накидом. Дальше рельефный столбик с одним накидом. За следующий столбик простой столбик с одним накидом. И перед центральным рельефным еще один столбик с одним накидом. Теперь рельефный столбик с одним накидом. Сразу после рельефного столбик с одним накидом. За столбиком еще один столбик с одним накидом. Мы увеличиваем количество петель. Теперь над рельефным рельефный столбик. И последний столбик с одним накидом вместе с петлей, которая на маркере.
Теперь петлю пропускаем и столбик без накида. Переносим последнюю петлю на маркер, нить протягиваем в начало ряда. Одну петлю пропустили, столбик без накида. За первый столбик обычный столбик с одним накидом. Над рельефным столбиком рельефный столбик с одним накидом. За обычным столбиком обычный столбик с одним накидом. И вот здесь у нас дополнительный столбик, делаем из него рельефный столбик. И сразу же за ним провязываем обычный столбик с одним накидом перед центральным рельефным. Теперь центральный рельефный столбик. Сразу за ним обычный столбик. Затем из обычного делаем рельефный столбик. За ним снова обычный столбик. Дальше рельефный столбик. И последний обычный столбик с одним накидом вместе с петлей, которая у нас на маркере. В конце ряда одну петлю пропускаем, столбик без накида. Петлю переносим на маркер, нить возвращаем в начало ряда. Одну петлю пропускаем, следующую столбик без накида. За первым столбиком столбик с одним накидом. Рельефный столбик. Столбик с одним накидом. Рельефный столбик. И вот здесь у нас остался один столбик, вокруг него с обоих сторон 2 столбика с одним накидом. Ввязываем дополнительный столбик, расширяем. Теперь центральный рельефный столбик с одним накидом. С обоих сторон следующего столбика по столбику с одним накидом. Рельефный столбик с одним накидом. Обычный столбик с одним накидом.
рельефный столбик с одним накидом. И последний столбик с одним накидом с петлей, которая у нас на маркере. В конце одну петлю пропускаем, столбик без накида. Переставляем петлю на маркер, нить протягиваем в начало ряда. Одну петлю пропускаем, столбик без накида. За первым столбиком столбик с одним накидом обычный. Над рельефным столбиком рельефный столбик. За следующим столбик с одним накидом обычный. Над рельефным снова рельефный столбик с одним накидом. Теперь обычный столбик с одним накидом. Из последнего делаем рельефный столбик с одним накидом. И за ним провязываем один обычный столбик перед центральным рельефным. Теперь центральный рельефный столбик с одним накидом. Сразу за ним провязываем обычный столбик. И из следующего обычного делаем рельефный столбик с одним накидом. За ним снова обычный столбик с одним накидом. Дальше по рисунку рельефный столбик, обычный столбик. Вот последний рельефный столбик с одним накидом. И последний столбик с одним накидом провязываем с петлей, которая у нас на маркере. В конце ряда петлю пропускаем, столбик без накида. Переставляем петлю на маркер, а нить возвращаем в начало ряда. Вот теперь узор очень хорошо виден. Мы видим, где рельефные столбики, обычные столбики. И теперь продолжаем так вязать, добавляя по центру постоянно дополнительные столбики. Первый столбик вот сюда вводим. Потом у нас рельефный столбик. Снова столбик, рельефный столбик. Вяжем так.
А в центре вот здесь провязываем вокруг этого столбика 2 столбика с одним накидом. Добавляем столбик. Вот таким образом мы провязали 14 рядов. Дальше мы прекратим расширение и будем вязать прямо. Я вам покажу сейчас дальше. Начало ряда вяжем как обычно по рисунку. Столбик с одним накидом, рельефный столбик, столбик с одним накидом, рельефный столбик, чередуем. И в центре вот здесь мы не прибавляем никаких столбиков, мы просто вяжем столбик обычный, потом рельефный, снова обычный, и продолжаем по рисунку. Теперь количество столбиков у нас будет одинаковым. И вот так мы поднимаемся на подъем.
Теперь наша задача повторить этот ряд еще 12 раз. Сначала мы расширяли, а теперь мы вяжем прямо. Вот так повторяем этот ряд. Вот провязали мы еще 12 прямых рядов. И теперь будем двигаться дальше. Вот здесь у нас было на расширение, тут у нас ряды идут просто прямо. Начинаем здесь следующий ряд, идем к центру. Вот здесь у нас в центре не было прибавлений, и мы начинаем их делать снова. Вокруг вот этого последнего столбика вяжем 2 столбика с одним накидом. А из самого столбика делаем рельефный столбик. Затем центральный рельефный столбик и делаем с той стороны то же самое. Дальше заканчиваем ряд по рисунку. Теперь провяжем еще ряд с расширением. И вот у нас уже такой перед получился. Мы его закончили. Сейчас пока оставим. И будем вязать задничек. Находим здесь центральную петлю. И вот от этой центральной петли отсчитываем 5 петель вправо
синего и будем привязываться голубой нитью. Привязываемся и вяжем дальше 10 столбиков без накида. Последнюю петлю ставим на маркер, нить переносим в начало ряда, отступаем в начале ряда 2 петли вперед и начинаем вязать следующий ряд столбиками без накида. Здесь никакого узора, просто столбики без накида. Последнюю петлю провязываем с петлей на маркере и провязываем еще 2 дополнительных столбика. Петлю переставляем на маркер, нить возвращаем в начало ряда. Провязываем еще один третий ряд, 2 петли вперед, вяжем точно так столбиками без накида, третий ряд, в конце ряда последнюю петлю провяжем вместе с петлей на маркере и еще 2 дополнительных петли. На этом закончим вот этот язычок наверху. Нить здесь не обрезаем, переставим петлю на маркер, пока отставим и закончим с бежевой нитью. Здесь нам надо закончить ряд. Мы убираем эту петлю с маркера и провязываем 2 соединительных столбика, обрежем нить и спрячем ее в вязание.
А теперь продолжаем вязать вверх голубой нитью. Сделаем такую декоративную обвязку верха. Провязываем столбиками без накида 2 ряда по верху. Заканчиваем ряд вот там, где у нас сейчас петля на маркере. Здесь в углу угловую петлю пропускаем и переходим на перед. Вяжем по переду до следующего угла. В следующем углу тоже пропускаем угловую петлю и вот так вяжем 2 круговых ряда. Здесь заканчиваем ряд и провязываем в конце ряда 2 соединительных столбика. Нить забираем на изнаночную сторону и прячем ее в вязание. Ну вот мы и закончили. В принципе, получилось очень даже ничего. Аккуратненько, мне кажется. Сейчас нужно сделать декоративный шнурок впереди. Шнурок я вяжу вот таким простым способом из 2 нитей. Я вам просто сейчас покажу, как вот это вот берется нить и как вяжется шнурок. Но подробненько вы можете посмотреть это у меня на канале. Есть специальное видео шнурки 2 способами. Я поставлю ссылочку на это видео под этим мастер-классом. И вы можете просто подробно посмотреть, как связать шнурок. А можно купить какой-то красивый круглый шнурок, уже готовый, и вставить в изделие. Мне вот такой способ кажется очень простым. Шнурок вяжется довольно быстро, то есть 5-10 минут и шнурок у вас готов. Причем это не готовый, его можно распускать до определенной длины. Если вы померили, видите, что длинный, распустили, если короткий, довязали. То есть самому, конечно, шнурок вязать проще. Ну вот изделие у нас уже готово. Вы знаете, мне очень понравилась эта модель, очень хорошо сидит на ноге, очень красиво смотрится декоративный шнурок, можно придумать что-то другое, но в принципе, мне кажется, изделие удалось. Друзья, если это видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях, я на них обязательно отвечу. Не забудьте написать пару слов в комментариях. Я желаю вам ровных петелек и до новых встреч!